Путин думает, что его спасут ракеты и ему вернут суджу. Но это так не работает. Что диктатор хочет показать своими атаками и готов ли он сам к тому, что Украина жестко ответит? Об этом не только будем говорить сегодня с нашим гостем Сергей Слонян, ведущий программ канала Ходорковский Лайв, с нами на связи. Сергей, здравствуйте, рада приветствовать. Здравствуйте, рад вас видеть. Это взаимно. Сегодня Россия нанесла по Украине один из самых мощных ракетных ударов в этом году. Как говорит премьер Украины, 15 областей под ударом атаковали, как всегда, критическую инфраструктуру и жилые дома. Как вы думаете, что это было? Это обещанный удар возмездия за Курск? У нас, конечно, в принципе, картина так и складывается, что есть некий шаг, потом на него какой-то обязательный ответ, и мы воспринимаем это как некое состязание, похожее на пинг-понг. На самом деле Путин абсолютно никак не изменил свое целеполагание за последние 2,5 года. Он просто уничтожает Украину, и у него, мы видим, отсутствуют какие-то конкретные реакции. Нам вроде бы кажется, что он накричал на генералов, что у него отобрали суджу, что Украина вошла в пределы России. У него на это есть какая-то реакция, ничего подобного. Путин целенаправленно, спокойно, целеустремленно, несгибаемо уничтожает Украину. И у него нет какой-то вот такой кривой, когда эскалация вдруг четко показывает, что это явно ответ на действия Украины, а вот это может быть в меньшей степени, а это рутина войны, обычное, повседневное уничтожение Украины и украинцев. Нет, вот у него так выглядит война, вот он так несгибаемо, целеустремленно, являя волю победителя всему советскому народу, демонстрирует как обязательную повседневность уничтожения Украины. И вот подобных ударов очень сильных по огромному количеству целей в Украине мы наблюдаем уже и безотносительно того, поперхнулась где-то Красная Армия или не поперхнулась, взяла она какую-нибудь деревню или не взяла, вошли украинцы в территорию России или нет. И вот здесь как раз мы видим на самом-то деле полное отсутствие какой бы то ни было реакции Путина. Он никак на это не реагирует. Отобрали кусок земли? Да ладно. Погибла очередная какая-то дивизия. Ну и что? Не все ракеты долетели или, наоборот, все долетели? Ну, значит, так тому и быть. Вот Путин в этом отношении абсолютно одинаковый, что в первый день войны, что в нынешний день войны. У него задача уничтожить Украину, и он эту задачу выполняет, к сожалению. Если все-таки говорить о том, что происходит в Судже и на территории Российской Федерации, в Курской области, что, по-вашему, будет происходить на Курщине в краткосрочной и долгосрочной перспективе? Путин и дальше будет молчать, а Украина продвигаться вперед? Вот Россия — это страна войны. Россия во все времена считает необходимым атрибутом собственной государственности войну. Во все времена. Если открыть учебник советской истории, там написано, что Российская империя — это жандарм Европы. Что делал Суворов со своим великим переходом через Альпы? А что вообще российская армия забыла в Альпах? Она куда шла? Она шла топить в крови французскую революцию. Ну, потому что это такое? Монарх свергли, вообще там народ распоясался. И вот тогда русский жандарм двинул свои войска для того, чтобы укротить Европу. И все остальные войны, особенно в том числе наглядно еще в 20 веке, говорят о том, что Россия к войне готовится. Для России война — это важная. И она их проигрывает одну за другой. Россия очень готовилась к войне 1904-1905 года с Японией. И Россия была к ней абсолютно не готова. И она ее проиграла. Потому что Россия, она с высоко задранным носом знает, что российский флот, он самый сильный в мире. И мы помним Цусиму. И мы помним, что российский флот очень сильно уступал японскому. Тогда же считалось, что нет непобедимее ничего, чем российская кавалерия, особенно казаки. И у японцев, как выяснилось, кавалерия сильнее. И это было совершенно удивительно. Россия была к этому не готова. Россия готовилась к Первой мировой войне. Россия готовила новые виды вооружения и полностью проспала тему, например, танков, автомобилизации, автоматического оружия. И в Первую мировую вошли практически с тем же арсеналом, как и 1904-1905 года. Пулемет Максима был, а Матсона, Льюиса, Гочкиса его пришлось покупать за рубежом, потому что своего автоматического оружия не было. Россия готовилась ко Второй мировой войне. И, как выяснилось, она абсолютно к ней не готова. Проспав в том числе и танки, не имея сопоставимых
навыков ведения танковой войны, при том, что сами по себе танки были на самом деле у России неплохие, а полностью проспав автоматическое оружие, полностью проспав тему, например, войскового подвоза и не имея автомобильного транспорта. И если бы не Ленд-Лиз и не Студебекер, то не было бы возможности в том числе подвести снаряды на передовую. И вот напав на Украину, Россия к этой войне очень готовилась, Путин очень готовился. И выяснилось, что у Путина на самом деле, как и у всех остальных российских императоров и генеральных секретарей, полнейшая неготовность — это норма. Он не знает своего следующего шага, ну, кроме вот единственного целеполагания, с которого мы начали, о том, что Украина должна быть уничтожена во что бы то ни стало. И ему никогда, он готовился к войне, ему не на чем ответить ни на одну не укладывающуюся в его доктрину новость. У него подводная лодка «Курск» утонула. И он констатирует, она утонула. А средств спасения нету. И помочь морякам нечему. У него Курскую область отобрали, Суджу отобрали. А ему ответить на это нечем. Он готовился к войне. И у него в учебнике было написано, и стратегию Герасимов написал, что Киев за 3 дня, берем парадную форму, оркестрантов вперед, и под бравурную музыку мы входим. Не только во всю Украину, мы входим в Киев, вот по Крещатику, мы двигаемся. Но у него так было написано в бумажке. Выяснилось, что в Украине нет бумажку, не приняли. Мало того, что не прочитали. Потом, когда нашли, еще порвали и выбросили. И вот сейчас, когда Украина знает свой каждый последующий шаг, и Украина в краткосрочной перспективе займет и Рыльский район, а Глушковский уже занят, и дальше двинется за рубеж, обозначенный речкой Сейм, а Путин, он понятия не имеет, что с этим делать. У него нету не то что ответа на вопрос, что делать, у него нету вообще никаких сил для того, что бы то ни было предпринять. Войска, а у него нет войск. Армия, так нет у него армии. Танки, нет у него танков, кончились. Ему нужно призывников хватать по стране, а они очень плохо хватаются, потому что поросль молодых, она настолько незначительная, что даже с очком, и то индивидуально, каждого не поймаешь. Вот этих несостоявшихся алкоголиков, люмпинов, уголовников, их на рубль подманили. А молодняк 18-летний на рубль не подманишь. Их нужно насильно гнать на фронт, и даже их нету. То есть, затевая войну, напав на Украину, подготовившись к ней, потому что на разогреве-то 8 лет было. 8 лет Путин готовился к тому, что он уничтожит Украину. И тут Украина дает сдачи. Болезненно, наотмашь, такой оплеухой. А Путин не знает, что делать. Он к этому не готовился. У него в голове это не укладывается. Вот уже 2-ю неделю у него не укладывается в голове, что у него больше нет Суджи и куска Курской области. И со стороны это воспринимается как стойкость. Потому что, несмотря на тяготы, тем не менее, главная цель обязательно над Рейхстагом флаг. А по факту это говорит о бессилии. То есть, начав и сделав первый ход Е2, Е4, он понятия не имел, что делать дальше. И вот как он был в этом отношении, казалось бы, с одной стороны, ничуть не изменившись своей цели — уничтожить Украину. А с другой стороны, всякий раз оказываясь в полнейшем недоумении, разводя руками, а делать-то что? Пригожин на Москву пошел. А делать-то что? До этого харьковское контрнаступление. Добежали до реки доблестные воины Красной Армии. А делать-то что? Суджа теперь пала. Рыльский район вот-вот. Глушковский район уже взят. А делать-то что? И в данном случае, отвечая на вопрос совсем коротко, Украина будет определять, что делать Путину. Украина знает, она свой следующий шаг четко просчитала и действует. А Путин будет пытаться на это как-то реагировать. И если Украина посчитает нужно взять Рыльский район, она возьмет Рыльский район. Если дальше нужно будет двинуться на всю Курскую область, на Брянскую и на Орловскую, Украина так и сделает. А Россия не сделает ничего. И вот после мятежа Пригожина было понятно, что войск нет у Путина, а население не за него. Население как раз вот за, в том числе за Пригожина. А в данном случае мы видим реакцию населения на оставшихся на территории на приход украинских военных. Никто не ушел в партизаны. Вот эти люди не сказали, это как это, меня оккупировали, а я гордый
весь из себя глушковец, я сейчас точно возьму драколье и пойду партизанить. Да нет. Все сидят, ждут гуманитарную помощь, рассказывают о том, что они, в принципе, готовы, они тут разграбили магазины, и вот, пожалуйста, развернута украинская комендатура, и давайте как-то взаимодействовать. А где весь тот патриотизм? А где вся та ненависть к украинскому солдату-оккупанту, который не освободитель? А где вся та решимость населения поддержать Путина в этой неравной борьбе с империализмом и НАТО? Да нету ее. Поэтому вот как Украина посчитает нужным сделать, так она и сделает. А Путин ответить на это не сможет, ему нечем. Ну, вот, кстати, социологи уже говорят о том, что якобы рейтинг Путина рекордно упал после украинской операции в Курской области, и что ему уже россияне не доверяют. Ну, действительно, наши славные воины показали, что Путин не может защитить свое население, но при этом пытается оккупировать чужую территорию. Друзья, которые нас смотрят сейчас онлайн, вы, пожалуйста, будьте активны, напишите свои комментарии под этой трансляцией. Не забывайте указывать, с какого вы города, с какой страны нас смотрите. Возможно, с Курской области, с Суджи. Уже тоже у нас такие зрители появляются, поэтому пишите и также свои вопросы можете написать к нашему гостю. Владимир Зеленский, президент Украины, сказал, что наша страна хочет заставить Путина прекратить войну дипломатически, но готова сделать это силой. И тут напрашивается аналогия. Когда Германия напала на союзников, то это закончилось тем, что пал Берлин. Как вы думаете, можно ли здесь вообще проводить параллели? И это что, получается, Москве приготовиться? Параллелей очень много, в том числе потому, что у России есть манера наступать на те же самые грабли, и учебник истории по 1937-1941 году, он как раз очень совпадает с нынешними событиями внутренней и внешней политики. И поэтому, конечно же, если мы хотим посмотреть, что было завтра, что будет завтра, мы должны посмотреть, что было вчера. И Москве приготовиться, потому что не по зубам Украина. И Россия вот эту ошибку, она на самом деле совершала не только на примере Второй мировой войны, она во все свои военные кампании именно так себя и вела. И очень показательный пример как раз Япония. Что такое маленькая Япония? Недоразвитая абсолютно какая-то страна, в которой бродят эти самые какие-то оборванные самураи, голые, с палками заостренными, там меч у них, и что ты против пулемета со своим мечом. И тогда мы помним, что прозвучал этот лозунг: нам нужна маленькая победоносная война. И Япония как раз подходила, потому что она маленькая, никчемная, а люди там, естественно, маленькие, тоже никчемные. И выяснилось, что Япония, она сильнее Российской империи всей целиком. И Япония разбила российскую армию, разбила российский флот, взяла российские территории. И тем самым подтолкнула Россию к военной реформе 1912 года, которая тоже не позволила России стать сильной державой и войти в Первую мировую, которую она так ждала и готовила во всей силе и красе. Не получилось. И вот эта ошибка, что маленькая Япония, да что там такое? Кто там может сопротивляться? Маленькая Украина. Да кому там сопротивляться? Население-то все наше, купленное. Сейчас войдем, и там сразу хлеб, соль и флаги. Вот эти абсолютно все ошибки, которые Россия всю жизнь, в силу зазнайства, в силу презрения к остальным вокруг, в силу неумения критически оценивать ситуацию, они повторяются. Гитлер обломал зубы. Путин то же самое. Уже видно, что уже хрустит и трещит. Хотя, конечно, на рейтинге в действительности это не так сказывается. Нет никакого рейтинга у Путина. Рейтинг у Путина, так же, как и инфляция, они прибиты гвоздиком к стене и не падают ни при каких обстоятельствах. С блистательным рейтингом Путина его и закопают. То же самое, как с Чаушеску, с рейтингом 100% его пристрелили. То же самое будет у Путина. Поэтому социология — это в данном случае не точный инструмент. Мы видим, что в качестве реакции на отчуждение земель, на неспособность защитить население, к Путину это претензий меньше всего. Претензии к губернатору, претензии к МЧС. А почему вы же должны меня спасать? Вот я весь из себя такой россиянин, вы мне рассказывали о моем величии. Я более велик, чем любой украинец. А чего вы меня не спасли? А ну-ка быстренько мне сюда танк, быстренько МЧС, и пенсию, кстати, не забудьте мне заплатить. И претензии все на низовом уровне. Люди, которые не привыкли поднимать свой взор выше миски с похлебкой, ставленной даже не на стол, они не умеют смотреть вдаль, они не задают вопросы власти. Если у них к власти есть какие-то претензии, так они сводятся только к тому, чтобы дождаться следующего царя. Но потому что эти люди другого варианта
существования и взаимодействия с властью не подразумевают. Поэтому рейтинг, ну, где-то он какой-то существует. И, конечно, ФСБ аккуратненько линеечкой его замеряет, хлопает в ладоши и говорит, ну, не волнуйтесь, все нормально. Это безропотное население, оно всегда за. Но ему в последнее время стало неудобно. Особенно те, кто живет под Курском. То снаряд прилетит, то еда закончится, то украинский солдат придет. А в остальном все хорошо. Но вот именно эта неспособность Путина защитить свои земли, защитить свое население, но при этом прощать долги Африке, нападать на Украину, воевать в Сирии, пытаться съесть Африку, ту же самую Мали или Центральноафриканскую республику, потому что там бриллиантовые прииски, и при этом не решить ни один вопрос насущный у себя под носом, она как раз и говорит о том, что ну, вот конец-то неизбежен. И ракеты закончатся, несмотря на то, что Америка изо всех сил помогает Путину, чтобы ракеты у него не закончились. Потому что за 2,5 года интеловские процессоры, как они поступали на вооружение российской армии, и ракеты как летали на этих процессорах, так они и летают. И недавнее расследование как раз показывает, что Америка разводит руками и в недоумении, как это так? А на самом деле, тем не менее, Америка производит электронную базу для российских ракет, уничтожающих Украину. 2,5 года. Но даже несмотря на это, у Путина нет сил, у Путина уже нет армии, у Путина нет, вне зависимости от рейтинга, поддержки населения. И Германия, которая раздутая от амбиций и понимания собственного величия решила, что она всему миру указ, Третий Рейх, перестал существовать. Да. Вот сейчас Путин как раз и прекратит существование Российской империи, агония которой была весь период советской власти и весь период путинизма. Я думаю, что сам Путин тоже понимает, что конец этот неизбежен, и сейчас пытается там где-то что-то как-то искать эти ракеты и в Северной Корее, и там Беларусь вроде как тоже подключает. Вот, кстати, можно ли сказать, что Путин дожал Лукашенко? Потому что МИД украинский написал, что Беларусь стянула к границе с Украиной армию, и также замечены там вагнеровцы, и украинский МИД требует отвести войска. По данным нашей разведки, белорусские войска стягивают под видом учений. Но и также наши дипломаты призывают Беларусь не совершать трагических для себя ошибок. Ну, потому что, естественно, если оттуда что-то полетит или пойдет кто-то, то Украина будет отвечать. А что это за такие маневры? С одной стороны, Лукашенко, как всякий колхозник, очень нуждается в Министерстве сельского хозяйства. И для него это министерство — это Путин. И потакая Путину, он готов двигать туда-сюда войска, которые он сам безумно боится выпустить за пределы белорусской территории. Потому что как только он остается без армии, он остается без силы. Потому что его население в 2020 году ему уже показало на чьей оно стороне. И он это как раз помнит. И поэтому ради Путина ему нужно собрать войска и сказать, что у меня тут маневры, я сейчас буду украинцев пугать. Но это не мешает ему поздравить с Днем независимости Украину, потому что в действительности он понимает, что он сосед, и его задача с Украиной быть в мире. И как бы Путин не давил, как бы Путин не пытался белорусскими войсками тоже часть фронта закрыть и попытаться повоевать, Лукашенко на это не пойдет. Для Лукашенко начало войны — это начало его собственного конца, потому что он не Путин, у него таких ресурсов нет. Вот Лукашенко — это как раз абсолютно одноразовый. И уроки демократии, когда белорусский народ, вежливо снимая тапочки, вставал на табуретку для того, чтобы помахать флажком и сказать «мы тебя не любим», извлек такие уроки и, понеся жертвы, будет теперь уже вести себя по-другому. Поэтому для Лукашенко война — это еще более стремительный конец. Войска выпускать нельзя ни в коем случае, потому что только на штыках держится его власть. Для Путина он должен быть максимально лояльным, поэтому танчиками вдоль границы он кататься будет еще довольно долго. А вот то, что он поздравляет Украину, это говорит о том, что он ищет пути примирения. Он знает, что в Москве уже готовы на переговоры. И Москва, с одной стороны, брутально продолжает воевать, а с другой стороны, у России-то ресурсы тоже заканчиваются, она бы уже согласилась бы кто-нибудь, если бы взял на себя тяготы по организации этих переговоров, потому что сами переговоры впрямую означают потерю лица для Путина, что недопустимо. А Лукашенко это тоже видит.
Он видит, что Москва-то на самом деле там, наверху, в одной из башен, она заметалась. У нее нет уверенности в победе, у нее есть как раз уверенность в поражении. И пока не пришли украинские солдаты-освободители на Красную площадь, нужно договариваться. Вот Лукашенко, он как раз в этом отношении еще более стремительный. Как всякий колхозник, он понимает, куда бежать за урожаем. К Украине. Поэтому Лукашенко, с одной стороны, будет демонстрировать полнейшую лояльность. Хочешь, я тебе ракеты в небо подниму, Путин? Хочешь, я танки тут тебе устрою, кататься будут? А на самом деле Украина, давай это самое, тут это потихоньку договариваться, давай дружить, давай друг другу помогать. И через какое-то время Лукашенко в сепаратные переговоры с Украиной попытается вступить. Потому что ему нужна собственная выгода, ему нужно удержаться у власти. Путин его у власти не удержит, а Украина его этой власти может лишить. Поэтому теперь он, вероятнее всего, будет еще более лояльным соседом и еще более брутальным показушником, лояльным для украинцев и показушником для Путина. Но если с Лукашенко все понятно, вы нам объяснили, то что с другими так называемыми союзниками Путина, там, что страны АДКБ, потому что пропагандисты сейчас российские возмущаются, что все Россию бросили, им никто не помогает в то время, как, когда они, как говорят, на Россию напали впервые с времен Второй мировой войны. Почему нет их реакции? Им, к счастью, абсолютно безразличны и Россия, и Путин. И все варианты взаимодействия, начиная от своих каких-то мелких экономических союзов и заканчивая такими же мелкими оборонными союзами, они нужны для того, чтобы Россия просто не нападала на них самих. Это как раз прогиб защита, потому что у них нет уверенности в том, что после Украины они не будут следующими на очереди. Казахстану, например, тоже может возникнуть огромное количество претензий, потому что там и русских притесняют, и с землицей там не все понятно. И к Таджикистану, кстати, да и к Узбекистану. Не говоря уже про Грузию, Армению. Ну, про Азербайджан пока нет, но если что, русско-азербайджанская война, да совершенно возможно. Вот абсолютно возможно. Точно так же, как раньше казалось немыслимым нападение России на Украину. А теперь мы видим, что эта кровавая битва продолжается 2,5 года. Поэтому от России защититься можно как? Съехать на другой континент не получится. Соседом ты останешься навсегда. И всю жизнь в России будет происходить какая-то ерунда. Иногда очень милая, а иногда очень опасная. Поэтому с русскими вот какие договора предложат, вот те и надо подписывать. ОДКБ, значит ОДКБ. Какой-нибудь Евразес, значит Евразес. Еще что-нибудь. Пожалуйста, где подпись поставить? Но из этого не следует, что они союзники. Из этого следует, что они очень осторожно, в легком испуге пытаются не навредить себе и вовсе никак не помочь России. Примечательно, что Путин недавно был в Баку. И как вы думаете, о чем свидетельствует этот визит, о чем он там договаривался, и мог ли он все-таки попросить Азербайджан о какой-то помощи? Поскольку в Баку ему делать нечего, то самая главная цель, ради которой он туда поехал, это погреться на солнышке. А еще в Азербайджане очень вкусно кормят. И, в принципе, повар Алиева, он чуть-чуть другой. Он сильно отличается от дивизии НКВД, которые прикидываются поварами у Путина. Меню разное, продукты разные, ингредиенты разные. Ну, опять-таки, там все-таки Нахичевань, субтропики, там такие фрукты, там такие помидоры. Путину такие помидоры не каждый день привезут. Ну, тем более нужно, чтобы они прошли все-таки спецконтроль, рентген и обязательно были проверены еще любым остальным персоналом ФСБ. То есть Азербайджан такое прекрасное место, и при советской власти зачем ездили в Баку, зачем ездили в Азербайджан? Ну, гастрономический туризм. Здорово, интересно. Архитектура, опять-таки. Путину архитектура не интересна, он в этом ничего не понимает. Покушать он не откажется. После выполнения вот этой главной цели заодно было бы любопытно узнать, вот сейчас Армении точно конец или еще нет? Потому что после Карабаха понятно, что Азербайджан не угомонится. Он получил поддержку Турции. Турция сама в НАТО, но при этом изгой Евросоюза, не все однозначно. Турции не простили нападение на Кипр и отчуждение части территории, но при этом Турция поддерживает Азербайджан. Как бы не Турция, не было бы сейчас карабахской проблемы, которая якобы аннулирована, а на самом деле просто загнана в угол, потому что армяне на Карабах смотрят
веками, как на свою территорию, имеют на это право. И вот сейчас, когда Армения решила, что она с Россией потихонечку, пожалуй, будет заканчивать дружбу и декларировать соседские, спокойные, улыбчивые отношения. Не зря же Ереван впервые выгнал ФСБ из Звартноца. Потому что это была совершенно удивительная ситуация, когда прилетаешь в Армению, а погранконтроль у тебя ФСБ Российской Федерации. Ну, то есть КГБ Российской Федерации. Почему-то вдруг проверяет твой паспорт. И вот 1 августа ФСБ было изгнано из пределов Армении, и теперь погранконтроль — это пограничники Армении. Ну, наконец-то. Маленький, но очень показательный шажок. Армения потихонечку уходит из-под России. Этим обязательно воспользуется Азербайджан, потому что Россия вроде бы была бы гарантом в регионе, а она показала, что Россия предатель. И Армения поняла, что рассчитывать-то может только на самих себя, больше ни на кого. И вот в этой конфигурации, если сейчас Азербайджан нападет на Армению, а Турция поддержит, а, естественно, Путин ни в коем случае не заступится за Армению, но за Армению может заступиться, а мы видим, что Америка уже потихонечку начинает разворачиваться там, то получается, что здесь косвенно конфликт не между Азербайджаном и Россией, а между Турцией и Америкой. Мгм. И в этой связи, может быть, Азербайджан пока не будет осложнять ситуацию на этой границе, хотя понятно, что Армения уходит из-под влияния России, но, может быть, Азербайджан, по крайней мере, вот в этом году урожай помидоров своих спокойно продаст в России, а не будет его где-то там пытаться продавать в других странах, потому что с Россией у них отношения закончились, и никакие помидорные составы не прилетают, не приезжают и не привозят их. Ну вот, может быть, давайте мы поживем еще какое-то время спокойно, потому как Украина свербит у меня что-то в одном месте, очень неудобно сидеть. А больше, в принципе, Азербайджан вообще ни для чего не нужен. Но Путину уже нравится за граница. Как всякий провинциал, как всякий человек ущербный, Путин, как выученик советской системы, чрезвычайно ценит за границу. Сам по себе факт заграничной командировки для него, как для совка, вот 60-х, 70-х годов, это же очень показательно. Я тут, знаете ли, в Польшу ездил, я в Болгарии был, я в Монголии бывал. Я, знаете ли, один раз даже по туристической путевке в западную страну ездил, в Югославию. Для него до сих пор гордость. А тут что-то с загранкой не получается. Ну, Азербайджан. Вот теперь за граница. Съездил, все в порядке, вкусно покушал. Ну, даже поизображал из себя политика. Причем особенность в том, что это политик по азербайджанским меркам-то никакой. То есть для Азербайджана он даже не гарнир. Потому что у Азербайджана есть Турция. У Азербайджана Ну да. интерес там. И вот какой-то там приехал Путин. То есть Путин-то великий, он за границу съездил. А для Азербайджана это что из Уругвая приехали, что из какого-нибудь Пакистана. Ну, поговорить можно, накормить запросто. Пара экскурсий. Хочешь, мы тебе живого Алиева покажем? Он у нас есть, он у нас специально для этого. Ну, все, дорогой, спасибо, целую, до свидания, шли телеграмму на Новый год. Вот, собственно, и все. Нас сейчас смотрят 9,5 тысяч зрителей онлайн. Всем спасибо за то, что вы активничаете в нашем чате. Но не забывайте поставить также лайк, подпишитесь на наш канал, также на YouTube-канал Ходорковский Лайв. Ну и, конечно же, друзья, пишите, с какого вы города, с какой страны нас смотрите. Мы все видим, мы все читаем. И можете также свои вопросы к нашему гостю написать. Возвращаясь к поездке Путина в Баку, то по сообщениям СМИ одновременно с ним в Баку находился и Павел Дуров, основатель Telegram. Есть неподтвержденная информация, что они якобы должны были встретиться. И тут в субботу произошло, как мы знаем, задержание Дурова во Франции. Некоторые аналитики предполагают, что Дуров якобы знал об ордере на арест и специально поехал туда, чтобы сдаться странам Запада, ну, чтобы якобы его не достал Путин. Вот что вы думаете об этом? Ну, если надо, Путин своим новичком достанет тебя и в Солсбери. Тут абсолютно никаких гарантий нету. Тем более, что Франция, мы видим, она, например, Шарли Эбдо сохранить-то не смогла, несмотря на то, что там была охрана, поэтому любой, кто посчитал нужным перестрелять всю редакцию, пришел и перестрелял. И вряд ли можно сдаваться в тюрьму для того, чтобы спастись. Но вот такие друзья,
у Дурова, как вся Российская Федерация, как Путин, как его неотмытое пятно так или иначе взаимоотношений со спецслужбами России, когда, с одной стороны, Дуров вроде бы уехал из России, ну, потому что было опасно, а с другой стороны, все свои бизнес-интересы там сохранил, и свой мессенджер, который то ли подарил, то ли продал Российской Федерации, но так или иначе сделал его главным информационным инструментом взаимодействия и общения внутри страны, и как пятно на своей репутации этот по сию пору оставил. Оказавшись в Баку, неважно с какой целью, в то же самое время, когда и Путин, только подтвердил, что он из путинской команды, что это точно такой же засланный казачок, который, конечно же, если надо, перед всем остальным миром скажет, что, ну, что я за демократию. Вы знаете, я вообще кардинально другой. Я, в принципе, от них от всех отличаюсь. Но доказать это, тем более толпа слушать тебя не будет. Может быть, тебе и удастся, только об этом никто не узнает. Но когда за тебя начинает заступаться Мария Захарова, когда за тебя начинают заступаться внутри России, более страшного удара по репутации быть не может. Потому что если у тебя такие друзья, вот тогда ты точно плохой. И Дуров, конечно, допустил невероятную глупость, потому что, несмотря на всю состязательность сторон, несмотря на справедливость законодательства, несмотря на совершенно другую правовую систему Франции, он, тем не менее, сейчас в очень плохом положении, и перспективы у него очень мрачные. Потому что Франция, взяв его в заложники, она теперь будет пытаться выкручивать ему руки. А мы знаем, что Telegram — это такая система, в которой и вправду нету ключей. То есть откупиться-то толком нечем. При этом, если тебе нужно как-то, ну, как называется это страшное нерусское слово, анонимизировать пользователя. Для этого тебе Дуров не нужен. Это делается совершенно элементарно, и выяснить, за каким ником кто в Телеграме прячется, это нужно нажать 3 кнопки. Для программистов это вообще никакая не проблема. И поэтому, если тебе нужно вычислить каких-то там или там распространителей наркотиков, для этого Дуров не нужен. Для этого нужны программисты, тем более, что во Франции, в Министерстве обороны, существует отдельное подразделение, которое занимается вот именно этими проблемами. То есть это не на уровне какого-то любительства или, например, кооператива при Министерстве юстиции. Это часть оборонной доктрины Франции на уровне программистов решать подобные вопросы безопасности страны. Для этого Дуров и подавно не нужен, тем более, что французские программисты здесь показали, что они реально очень серьезные ребята. Это структурное подразделение со своим генералом, погонами, выслугой, пистолетами, наградами, бронежилетами, оно действительно дееспособно и не является таким потешным, как его аналог, например, в России. Но Дуров, замазавшись, ну, во-первых, по факту рождения, не в той стране родился, во-вторых, не с теми дружишь, в-третьих, не туда полетел, в данном случае в Баку, что-то там делал. Вот ты точно не за помидорами туда отправился. Теперь уже в максимально плохом положении оказался перед французской юстицией. И она рассматривает тебя как агент Кремля. И если все остальное так или иначе доказуемо или нет, там отсутствие ключей, ну, доказуемо, ну, нет их. Те иные алгоритмы Телеграма, которые должны, наконец, помочь французской безопасности. Это тоже объяснимо. Это тоже предмет, по поводу которого можно внятно сесть и поговорить. А по поводу того, являешься ты агентом Кремля или нет, поговорить не получится. И ты не докажешь. И слушать тебя никто не будет. И то, что Дуров прилетел во Францию, говорит о том, что не все авторитеты до такой степени глубинно умны, мудры, как нам кажется. К большому сожалению. Все-таки, если Дуров, например, пойдет на сделку со следствием, с Западом, то означает ли это то, что, например, все российские там переписки всех российских чиновников, грушников или ФСБшников, они будут теперь доступны западным спецслужбам? Потому что российские военкоры, Z-паблики, все пишут о том, что задержание Дурова якобы срывает их так называемое СВО. Дуров теперь, находясь в заключении, ну, находясь в нынешнем его положении, потому что вот в эти минуты, как раз когда идет наш эфир, во Франции решается вопрос. У него должно быть там домашний арест или должно быть у него, например, в наручниках доставка в следственный изолятор. Мы узнаем об этом как раз после эфира. Перспектива того, что он окажется в следственном изоляторе, есть. То есть реальные нары, реальная решетка, реальная тюрьма, реальный охранник и реальная пижамка очень даже непрезентабельного вида.
в этой ситуации человек становится максимально договороспособным. Вот когда он оказывается в этой камере, он способен на все. Что надо? Родину? Да забирайте. Военные тайны? Запросто. Вам сколько мешков? Он может вот ради спасения себя пойти на очень многое. Но особенность Телеграма в том, что выдавать-то там нечего. Ну, нет там ключа. Вот правило. Несмотря на то, что мы помним Буратино и помним, что была потайная, и нужен был золотой ключик, потому что золотой ключик реально существовал в сказке, насколько может быть в сказке, что бы то ни было реальным. И золотой ключик реально открывал некую тайну и был очень нужен. И за ним гонялось огромное количество народу по сюжету. Вот такого ключика нет у Телеграма. И для того, чтобы Франция имела доступ к любым военным тайнам, так она к ним имеет. То же самое, как WhatsApp, который ни секунды не секретный. WhatsApp — это полностью открытая система. В WhatsApp вся переписка, вот вся переписка, она всегда открытая. И Россия читает WhatsApp абсолютно везде, где считает нужным. И то же самое происходит с Телеграмом. И французы умеют читать Телеграм. И то, что сейчас вдруг в России создалась иллюзия, что это наше национальное достояние. Знаете, Дуров придумал такую невзламываемую систему, поэтому мы теперь воюем при помощи этого телеграмма. Мы ракеты по телеграмму наводим. У нас в чатах вся секретная переписка. Ну, так это для тех, кто не знает, как устроен современный мир. Потому что если тебе нужна военная тайна, для этого в России существует система ЗАС. Вот ЗАС действительно взломать нельзя. Но ЗАС — это сложно, это хлопотно. А ЗАСовский шифроблокнот — это такая тайна, на получение которой и в обычной войне можно полк положить для того, чтобы шифроблокнот достать. Потому что только он позволяет прочитать всю непосредственно связь и переписку. А ЗАС, он довольно часто бывает телекодовый, там есть что перехватывать. Но ЗАСом в армии не воюет, им не пользуется, он громоздкий. А Телеграм — это у каждого в кармане, это телефончик, это смартфон. Ты нажал на кнопочку, вот ты на связи. И российские считают, что раз оно российское, то во всем остальном мире оно не взламываемое, хотя все 4 дата-центра находятся не на территории России. Ну, скажем так, большая часть того, что из себя представляет Телеграм, находится за пределами Российской Федерации. Это просто от недостатка образования. То есть люди не понимают, как это устроено. Люди считают, что Телеграм — это что-то такое закрытое, секретное, наше, внутреннее. Мы при его помощи воюем. Нет, ребят, вы воюете на глазах у всего мира. И тот же самый WhatsApp давно читаемый, и тот же самый Telegram, и все остальные мессенджеры тоже, они прекрасно совершенно читаются, видимы, и нет никаких проблем понять, кто какую тайну в данный момент своими ручками публикует для того, чтобы весь мир ее прочитал. Об этом не все знают, не у всех на это хватает мозгов. И Дуров, конечно, нужен в данном случае не для того, чтобы вытрясти из него конкретно тайны, что там происходит на поле боя. Хотя Украина, в общем, заинтересована в том, чтобы это было прочитано. И Франция с удовольствием так бровку одну приподнимет и скажет: о, какие-то вот интересные военные тайны происходят. Но не это является главной задачей. Зачем вообще, в принципе, понадобился живой Дуров, мы пока не знаем. Через какое-то время вполне возможно, что мы догадаемся. Дуров, вляпавшийся, точно сделал это не от большого ума и не встав под защиту очень неоднозначной французской Фемиды, которая защитить его не сможет абсолютно. А Телеграм, ну, он не тайный, не закрытый и не секретный. Сергей, в этой связи тогда возникает вопрос, и мне хочется услышать ваше мнение о будущем интернета в России. Мы видим, что Путин всячески пытается запретить YouTube или уже запретил его. Непонятно теперь, что будет с Телеграмом. Как вы думаете, что будет дальше вообще с мессенджерами, с интернетом? И получается, что Россия сейчас идет по пути Китая в полной самоизоляции в сети? Россия, которая движется стремительно вспять, она идет к той же самой ситуации, как была спецсвязь у власти и у КГБ в советские времена. Потому что Китай, тем не менее, несмотря на всю свою закрытость, он позволяет людям иметь некий выход во внешний мир, и в Китае тоже много чего из секретного и закрытого работает. Ну, как, например, в том же самом Иране, в котором и интернет запрещен, и Запад запрещен, а там, если надо, и VPN работает, и ты можешь там по порно-сайтам ходить, которых, естественно, в Иране быть не может. В Китае та же самая ситуация, там все нельзя, все закрыто, но при этом, если надо, то добыть можно, и оно работает. Вот это для Путина ситуация, конечно же,
неправильная. Путину нужно запретить всем все, оставив магазины «Березка» за валюту для ЦК КПСС, оставив спецсвязь «Алтай» для КГБ и оставив пайки и распределители по дефициту для собственной элиты. Вот это конфигурация Путина. Путин — человек, родившийся в период развитого социализма, но как человек, формировавшийся, как личность, формировавшийся на дефиците, на блате, на привилегиях, на звонке Ивану Ивановичу, на «я от Ивана Петровича» и на возможности купить джинсы только тайком в обход, потому что они не продавались на легальных прилавках, он именно это и выстраивает. И в те времена у советского человека доступа во внешний мир не существовало. Нельзя было подписаться на иностранные издания, нельзя было смотреть иностранное телевидение и нельзя было позвонить за границу. Это был очень специальный звонок, это была очень специальная ситуация, когда тебе вдруг с какой-то стати кому-то на каком-то основании по телефончику позвонить приспичило куда? Во внешний мир? Нет. И Китай в данном случае — это софт-версия, а Путин готовит хард-версию. Вот про все, совсем жесткую, совсем тяжелую, когда никому и ничего. Сергей, огромное спасибо вам за разговор. И я думаю, что пока у зрителей России есть возможность посмотреть и YouTube, и как-то там через VPN зайти, или пользоваться еще Телеграмом, пускай они смотрят это видео и распространяют его дальше, чтобы больше людей увидели качественную аналитику и всю правду о том, что вообще происходит в России, что делает Путин. Вам огромное спасибо за разговор, а нашим зрителям за вашу активность. Поставьте свой лайк, напишите комментарий. Ну и не забывайте указывать, с какого вы города. Всем спасибо за внимание. Желаю хороших новостей. Берегите себя и до встречи. Слава Украине! Героям слава!